Захарьевская улица в Петербурге – это самый центр. Тихая, важная улица в 2 шагах от Литейного проспекта, от больших ведомственных зданий, от управления внутренних дел. Старые доходные дома, высокие потолки, парадные с лепниной. Из тех мест, где, кажется, ничего страшного случиться не может. Слишком близко власть, слишком людно, слишком на виду. Именно здесь, в одной из съемных квартир, весной 2010 года произошло то, с чего началась эта история. История, у которой будет не один финал, а 2. И оба одинаково горькие. В одной из таких квартир работало агентство, оказывавшее, как принято говорить обтекаемо, эскорт-услуги. Девушки приезжали по вызову, иногда принимали гостей на месте. Город большой, спрос есть, и о таких адресах знали те, кому надо. О том, что один из гостей придет сюда не за тем, зачем приходят остальные, не догадывался никто. 1 апреля 2010 года в это агентство обратился молодой человек. Невысокий, неприметный, с легким акцентом. Ему было 23 года. Он назвался обычным клиентом, таких здесь видели десятками. Его проводили внутрь. В квартире находились 2 женщины. Одной едва исполнилось 18, второй было 42. А младшей известно больше. Ее историю потом по крупицам собрали журналисты. Она была родом из Астрахани, перебралась в Петербург за пару лет до случившегося. Мечтала стать актрисой, хотела поступить в театральный, а пока работала, чтобы как-то держаться в чужом дорогом городе. Совсем молодая, со своими планами на жизнь, которой у нее не будет. Имя ее в прессе позже изменили. Так делают, когда речь идет о таких делах и когда родные просят не трепать память. Поэтому будем называть вещи как есть. Погибшая девушка и погибшая женщина. 2 живые судьбы, оборвавшиеся в один день в одной квартире. Пока женщины отлучились в соседнюю комнату, гость занялся их вещами. Он пришел не ради близости. Он пришел за деньгами. Он обыскивал сумки, собирал то, что попадалось под руку. Телефоны, ноутбук, косметику, наличные. По материалам дела около 100 тысяч рублей. Женщины вернулись и застали его за этим. И вот тут спокойный неприметный гость превратился в того, кем он на самом деле был. То, что случилось дальше, заняло несколько минут. Обе женщины погибли. Он убил их ножом. Без долгих раздумий, без попытки скрыться раньше времени, без жалости. Забрал вещи и ушел. Следы за собой он почти не убирал, словно ему было все равно, найдут его или нет. Его и нашли. Быстро. Уже на следующий день, 2 апреля, по горячим следам, по похищенным вещам, по записям и свидетелям, его задержали. Двойное убийство в центре Петербурга раскрыли за сутки. Казалось бы, вот она работа системы. Преступника взяли почти мгновенно. Дальше суд, дальше срок, дальше справедливость. Но именно здесь история сворачивает туда, куда не ждешь. Задержанным оказался гражданин Узбекистана. В Петербург он приехал недавно, к бабушке с дедушкой, жившим в районе Коломяги, на северной окраине города. Жил нелегально, нигде не работал. По описанию знавших его, просто слонялся по городу без дела. А когда стали проверять его прошлое, выяснилось главное. Он давно состоял на психиатрическом учете. Еще в середине 90-х мальчишкой ему поставили диагноз – шизофрения. На родине, в Ташкенте, он несколько раз лежал в психоневрологических диспансерах. Его этапировали в Москву, в Государственный научный центр имени Сербского. Главное в стране учреждение судебной психиатрии. Туда направляют тех, чье психическое состояние надо оценить перед судом. Эксперты изучали его долго и пришли к выводу. На момент убийства он был невменяем. Болезнь, как записали в заключении, протекала в особо опасной форме. Человек, который не отдает отчета своим действиям, по закону не может нести уголовную ответственность. Его не судят как преступника, его лечат как больного. В 2011 году суд вынес решение. Ни колония, ни срок. Принудительное лечение в
психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Формально это правильно и по-человечески верно. Больного человека нельзя сажать в тюрьму как здорового. Но для родных двух погибших женщин это прозвучало приговором наоборот. Тот, кто отнял у них дочь и близкую, отправился не за решетку, а в больничную палату. И, как покажет время, это было только начало. Дальше начинается часть истории, в которой нет ни погонь, ни выстрелов. Одни бумаги, ходатайства и решения комиссий. Но именно эта тихая, бюрократическая часть и окажется самой роковой. Его поместили в психиатрическую больницу в Петербурге. Шли годы. В середине десятых его мать добилась перевода сына на родину, в Узбекистан, поближе к дому, под наблюдением местных врачей. Ходатайство удовлетворили, и под конвоем его доставили в Ташкент. Там он продолжил лечение. В общей сложности в психиатрических учреждениях он провел около 11 лет. А потом случилось то, что задним числом многие назовут трагической ошибкой. В 2021 году врачебная комиссия в Узбекистане пришла к выводу, что состояние пациента улучшилось, и он больше не представляет опасности для окружающих. На основании этого Ташкентский городской суд принял решение о выписке. Человек, признанный когда-то невменяемым убийцей двух женщин, был отпущен. Его перевели на амбулаторное наблюдение. Это значит, что он должен был просто иногда приходить к врачу. Он жил в Ташкенте с матерью. Считался выздоровевшим. Сложно сказать, что именно сломалось в этой цепочке. Где была граница между болезнью, которая отступила, и болезнью, которая лишь затаилась? Врачи по обе стороны границы действовали по своим протоколам. Документы были в порядке. Но за этими документами стоял человек, внутри которого ничего не закончилось. В 2023 году он получил наследство, продал имущество и решил, что свободен, ехать куда угодно. И поехал. Несмотря на то, что он по-прежнему числился пациентом, обязанным наблюдаться, осенью 2023-го он нарушил режим надзора и вернулся в Россию. Сначала снова Петербург, потом Самара, Иваново. Он перемещался по стране, и никто его не останавливал. Формально он был просто человеком с паспортом. О том, кто он на самом деле и что у него за плечами, российские правоохранители не знали ничего. Системы, которая передала бы такого пациента из рук в руки, из одной страны в другую, попросту не существовало. С собой он постоянно носил нож. Маленький, неприметный. Об этом позже расскажет следователь, который будет вести его второе дело. Он носил нож не для защиты. Он носил его для того, для чего уже однажды применил. К декабрю 2023 года он добрался до Москвы. Прошло 13 лет с той квартиры на Захарьевской. 13 лет лечения, переездов, комиссий, заключения о выздоровлении. И все это время как будто и не было. 22 декабря он познакомился в социальной сети с женщиной. Ей было 40 лет. Звали Ольгой. Родом она была из Орловской области. Они договорились о встрече. Местом стала гостиница с почти издевательски звучащим теперь названием «Вечный зов». Недалеко от метро «Партизанская», в районе Измайлова. Обычная история знакомства через интернет, каких миллионы. Только закончилась она тем, что Ольга не вышла из того номера живой. Что именно произошло между ними, известно из его собственных показаний и материалов дела. По его версии, женщина отказала ему в близости, сославшись на опьянение. И этого хватило. То, что он сделал дальше, в протоколах описано сухими строчками, которые тяжело произносить вслух даже опытным оперативникам. Он убил Ольгу и надругался над ее телом. После этого он привел номер в порядок, как мог, запер дверь и ушел. Спокойно, словно ничего не случилось. Тело обнаружат не сразу, а он, не останавливаясь, искал следующую. Через 2 дня, 24 декабря, он познакомился, на этот раз на сайте знакомств, с молодой женщиной по имени Влада. Ей было 25. Она приехала в Москву из Краснодара. Те, кто ее знал, говорили потом, что она любила животных и любила путешествовать. Простые, живые черты обычного молодого человека,
у которого все еще впереди. Встреча была назначена в съемной квартире в высотном жилом комплексе у Москва-Сити. Там, где стекло, огни и деньги. В самом современном районе столицы. И вот тут история, которая до сих пор шла по страшному, но привычному сценарию, ломается. Потому что Влада сопротивлялась. Когда он напал на нее с ножом, она сумела вырваться. Сумела даже ранить его, отбиться, оттолкнуть, выиграть несколько секунд. Она заперлась и схватила телефон. И позвонила подруге. В трубку она кричала, что ее убивают. Подруга сразу вызвала полицию. Эти несколько минут самые тяжелые во всей истории. Помощь уже ехала. Кто-то на другом конце города уже снимал трубку, уже передавал адрес наряду. Машина уже выруливала к высоткам у Сити. Но расстояние, пробки, минуты – все было против. Когда дверь вскрыли, было поздно. Она погибла от потери крови. Ей было 25 лет, и она сделала все, что могла. Больше, чем многие смогли бы. Но именно ее звонок и ее сопротивление поставили в этой истории точку. Раненого, в крови от ее отпора, его задержали фактически на месте. Сам он тоже получил повреждения в этой схватке. Его госпитализировали, а затем допросили. И он не стал отпираться. «Это я ее убил», — сказал он следователям. Спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Когда оперативники начали раскручивать его историю, всплыла и гостиница «Вечный зов». И Ольга. 2 убийства за 2 дня в разных концах Москвы. А когда пробили его прошлое, поднялось то самое петербургское дело 13-летней давности. И тогда стало ясно, с кем имеет дело. Перед следствием был не просто убийца 2 москвичек. Перед ними был человек, которого уже признавали невменяемым за двойное убийство, лечили 11 лет, признали здоровым, отпустили. И который вернулся, чтобы убить снова. Проверяли и причастность к похожим преступлениям в других городах, куда он заезжал по дороге. Звучала в частности Самара, но это уже отдельная линия следствия. Теперь о том, кто он такой. Алексей Варакин. Родился в 1986 году в Ташкенте, тогда еще столица Советской Узбекской Республики. Гражданин Узбекистана. Полного образования так и не получил. Болезнь проявилась рано. Диагноз поставили еще в 90-х, подростком. До переезда в Россию он несколько раз лечился в диспансерах. Те, кто сталкивался с его делом, рассказывали о бредовых идеях, которые он высказывал в периоды обострения. О том, что мир надо очищать от каких-то лишних людей, которых он не считал за людей. В этой больной логике его жертвы были для него не личностями со своими мечтами и близкими, а чем-то, что он сам себе разрешил уничтожать. И вот что важно понять, чтобы не было соблазна искать в нем какую-то мрачную исключительность. Он не был ни гением, ни неуловимым призраком. Оба раза его брали почти сразу. На следующий день в Петербурге, на месте преступления в Москве. Он не заметал следы, не строил хитрых планов, не уходил от погони. Он был просто тяжело больным человеком с ножом, которого дважды выпустила наружу система, не сумевшая его удержать. И вся жуть этой истории не в нем самом, а именно в этом. В том, как буднично, по бумагам, по протоколам, по решениям комиссии, его раз за разом отпускали к новым жертвам. В феврале 2024 года его заключили под стражу, и начался резонансный процесс. Заседания шли в закрытом режиме. Уже на следствии он повел себя так, что у многих возникло ощущение дежавю. Он то строил гримасы, то начинал хохотать без причины, то прятал лицо от камер. Просил поместить его в одиночную камеру. На одном из этапов он признал вину в одном из убийств. Наблюдавшие за процессом юристы почти не сомневались, чем все закончится. И все повторилось. Его снова этапировали в центр имени Сербского. Врачебная комиссия снова, как и 13 лет назад, пришла к выводу – невменяем. 13 марта 2025 года Московский городской суд вынес решение – освободить от уголовной ответственности, в связи с тем, что в момент совершения преступлений он находился в невменяемом состоянии.
Снова не колония. Снова принудительное лечение, теперь с интенсивным наблюдением. До вступления приговора в силу его оставили в следственном изоляторе, а затем должны были перевести в психиатрический стационар. Когда ему дали последнее слово, он бросил короткую фразу. Что и требовалось доказать. Ничего нового. В этих словах все. Никакого раскаяния. Только холодное удовлетворение человека, который добился ровно того, чего хотел. Дело Варакина прогремело на всю страну. И не из-за числа жертв, а из-за того, что оно обнажило. В Государственной Думе заговорили о том, что нужно как-то иначе контролировать пациентов с криминальным прошлым. Звучали предложения передавать сведения о таких людях в полицию, чтобы человек, однажды признанный опасным, не растворялся бесследно где-то между двумя странами и двумя справками о выздоровлении. Юристы напоминали очевидное. Повторно признать его вменяемым может только суд. И пока этого не произошло, он формально остается больным, а не преступником. И именно в этом формально корень всей трагедии. Потому что вопрос, который оставляет после себя эта история, не про маньяка. Он про систему. Можно ли быть уверенным, что человек, однажды убивший в состоянии болезни, вылечился по-настоящему, а не просто научился казаться спокойным комиссией? Кто отвечает за решение выпустить такого человека обратно в мир? И что чувствуют родные первых двух женщин, погибших в 2010-м, когда узнают, что спустя 13 лет тем же ножом, тем же способом, по той же больной логике, были убиты еще две? Их было 4. 18-летняя девушка из Астрахани, мечтавшая о сцене. 42-летняя женщина, о которой мы почти ничего не знаем, кроме того, что она тоже не заслужила такой смерти. 40-летняя Ольга из Орловской области. И 25-летняя Влада из Краснодара, которая в свои последние минуты не сдалась. Отбивалась, звала на помощь, успела предупредить мир о том, кто рядом. Между первыми двумя и последними двумя 13 лет. 13 лет, за которые систему можно было настроить иначе. За которые можно было не выпускать. За которые этих двух смертей могло не быть. Но они были. И эта история не о том, кто держал нож. Она о 4 женщинах, которых не уберегли. И о тех 13 годах между ними, которые навсегда останутся вопросом без ответа.